До поры до времени самыми реалистичными шутерами являлись Squad, Arma или Tarkov. Эти игры считались и будут считаться эталоном самых реалистичных шутеров от первого лица. В таких играх обычно очень тяжелый геймплей, тебя практически не обучают, как и что нужно делать, и отпускают свободное плавание практически с самого начала игры. Из-за этой самой сложности в геймплее, практически полного отсутствия помощников, такие игры пользуются спросом только у определенной части геймеров, потому что всем остальным хочется как-то расслабиться, поиграть вечером с друзьями, особо не напрягаясь. Я являюсь одним из любителей реалистичных шутеров, и недавно ряды жанра пополнились еще одним интересным проектом. Проектом, который вообще не похож на все остальные, сделан на новом движке и точно принесет инновацию в мир реалистичных шутеров от первого лица. Игру, которая если не перевернула все, то точно что-то да привнесла в индустрию после своего выхода. В этом обзоре я прежде всего хочу обратить внимание на мелочи геймплея, потому что основную часть его вы, наверное, уже все прекрасно знаете и понимаете, как-никак очень много инсайдов было. Если кратко, на данный момент в игре есть режим закладки бомбы, командный дезматч и просто дезматч, то бишь всего 3 режима. А также небольшая горстка карт, но при этом каждая из них проработана очень хорошо и раскрывает какую-то определенную интересную часть геймплея в игре. Самой, наверное, красивой и ресурсоемкой картой является лес, где игра даже на минималках выглядит ну просто великолепно. Естественно, Бодикам это максимально реалистичный шутер, поэтому никаких полосок хп, никакого дополнительного худа у вас практически нет. Из всего интерфейса во время игры вам доступна лишь таблица игроков, количество ваших киллов и смертей. Больше ничего. Шутер реалистичный в плане урона. Отлетаешь ты из первой пули. А как ты, блядь, шевелишься? Не в зависимости от того, с какого оружия в тебя стреляют. Поэтому в этой игре важно переигрывать именно умственно, заходить со спины или с тех позиций, с которых вас не ожидает увидеть враг. А стрельба же отходит на второй план, потому что всю игру можно играть фактически от бедра и лишь изредка на дальних дистанциях использовать прицел. Ведь вам достаточно всего пару раз попасть по противнику, что не так тяжело сделать, учитывая стрельбу в этой игре. А персонаж в игре, кстати, прицеливается тоже очень реалистично, и пока ты вблизи будешь доставать оружие, тебя уже несколько раз убьют. Это противник был? Бля! Это противник. Ебать, я не могу понять, кто. Все. Особенно тяжело, когда на картах начинает темнеть. Отчасти это весело, потому что никто друг друга не видит, и начинается, так сказать, проверка на скиллы, выдержку, хитрость и умение ориентироваться в пространстве. А с другой стороны, это скорее удача, кто где заспавнится, с какой стороны будет противник, и вообще будет ли он сзади или спереди. Могу сказать также и про гранаты. Условно взорвавшаяся в ногах флешка может убить вас своими осколками. Я уже молчу про эффект от этой самой флешки. Опа. Это вам не в Counter-Strike под флешку пушить плент. Помимо этого усложняют геймплей еще и летающие дроны, которые в закладке бомбы могут показывать и даже подсвечивать противников для своих союзников. Короче, игра совсем не из легких. Лично мне в игре очень нравится коллизия моделек, их поведение и вообще как они перемещаются в пространстве. Они невероятно реалистично падают, я не думаю, что стоит это как-то подробно комментировать, у вас все примеры перед глазами. Еба, у тебя голова... Голова застряла в стенке. В игре есть очень много мелочей, которые действительно радуют твой глаз. К примеру, обычное кровотечение, по которому я, кстати, и нахожу большинство игроков, которых я ранил в дезматче. Ебать, тут тип течет просто. А вот прямо из конкретных минусов я хочу отметить блюр лица, который мало того, что сделан криво, так он еще иногда и сползает с лиц. Также хочу прокомментировать сломанную левую руку у персонажа, которая выгнута в обратную сторону. Интерфейс это тоже один большой минус, он сделан как будто на коленке за 5 минут для какого-то мобильного шутера. Ну и плейлист в главном меню собран как будто бы из атмосферного фонка в Spotify, блять. В общем, как будто бы ребята очень долго-долго делали игру и менюшку делали в последний день перед релизом игры. Для Unreal Engine 5 и новых ассетов, добавленных в этот движок, я считаю, что оптимизировано вполне добротно.
Купил себе я Watch Dogs, контрафол потянул, но сев в машину узрел 6 кадров. Еду я все быстрее, рендер стал медленней, FPS теперь мой 6 кадров. Учитывая, что моя видеокарта не соответствует минимальным требованиям, но при этом игра идет в стабильные 60 кадров. Если у кого-то были проблемы с FPS, с картинкой и так далее, сливаю для вас свой пресет настроек, с которым я прямо сейчас играю в Bodycam. Но лично я могу сказать, что для меня этот пресет стал самым оптимальным для того, чтобы и наслаждаться картиночкой, и игра шла в целом очень хорошо. Звуковая составляющая тоже очень сильно порадовала. Во-первых, звук от оружия и от шагов распространяется по местности, то есть он не цикличен и не привязан к одному действию. У него есть эхо, шум, который издается при выстреле, распространяется по всему зданию, по всей карте. А еще я не советую ставить вам максимальную громкость в наушниках, потому что я попробовал так поиграть и чуть не оглох. Сука, что, блядь? В общем, по итогу могу сказать, что несмотря на то, что эта игра была полностью украдена с Unrecord, все ассеты были взяты оттуда, эта игра имеет огромный потенциал для развития. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алексей, подписывайтесь на YouTube, можете зайти на Twitch, мы там часто обсуждаем подобные темы в играх. Всем пока-пока.